Селама Датан молодые. За моей спиной Куала-Лумпур. Это просто перевалка для визарана или это все же место, которое реально вас зацепит? Почему этот город выглядит как декорация из будущего? И откуда же столько зелени среди небоскребов? Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы. Вы на канале Ворона и Банана. Погнали! Куала-Лумпур или просто КЛ – это такая своеобразная машина времени, которая немножечко сломалась. То есть вначале вы поднимаете взгляд вверх, а там все эти современные высотки, сделанные из стекла, все такое высокотехнологичное, но буквально стоя на том же самом месте, ты опускаешь взгляд вниз, а здесь типичная бабка под забором варит пельмешки за $1. Делаешь буквально один шажочек влево, а там уже обезьяны пытаются у тебя что-то украсть, так как ты попал в самый настоящий парк. Это такой, знаете, своеобразный микс из всем нам привычной Юго-Восточной Азии, но в которой очень много технологий. Еще одной неотъемлемой частью Куала-Лумпура являются просто тысячи торговых центров и кафешек. Но, к сожалению, наша карта рыдала во время нашего путешествия по этому городу. В целом, весь город наполнен контрастами. То есть стоят небоскребы, а рядышком храмы, лакшери-тачки против каких-то хаотичных старых вонючих улочек. Один поворот, ты то в будущем, то в прошлом. Жить здесь действительно можно совершенно по-разному. То есть можно арендовать кондо с бассейном на крыше и зальчиком за $400-600 в месяц, хостелы или гестхаусы $5-10 за ночь. Для любителей Airbnb можно найти прикольную квартирку за $20-30, но учтите, что будет немножечко тяжело, скорее всего, получить ключи. Немножко погрузимся в историю. Куала-Лумпур зародился в 19 веке, когда британцы притащили китайцев работать на шахты и добывать здесь олово, которое они тут обнаружили. Потихонечку китайцы начали обустраиваться, застраивать все своими домами. Позже британцы немножечко добавили такого колониального шика. Построили здесь площадь Мердека, либо площадь Независимости с такими белыми колоннами, красным кирпичом. Принюхайтесь, до сих пор пахнет Лондоном 1800-х. Ну, а потом Малайзия просто сказала спасибо, до свидания, и выгнала британцев. Ну, конечно, все было немножечко сложнее, но сегодня не будем про историю. Что в итоге получилось? Город, где на одном перекрестке ты слышишь сразу 3 языка. За соседним столиком могут сидеть люди с совершенно разными корнями. Малайцы, китайцы и индусы. Здесь все сплелось в одно целое. Откуда же в городе столько китайцев? Вопрос достаточно легкий. Дело в том, что Британия, когда осваивала свою новую колонию, они завозили сюда рабочих для шахт. В общем-то, китайцам тут очень понравилось, они здесь освоились и остались жить, поэтому это уже даже коренные малайцы с китайским происхождением. Они захватили здесь всю территорию бизнеса. То есть, если малайцы больше специализируются на каких-нибудь госслужбах, то китайцы пооткрывали тут магазинчики, кафешки, может быть, даже банки. Поэтому, гуляя по всему городу, вы видите росписи из иероглифов и их лица. Основным же населением страны остаются мусульмане-малайцы, поэтому китайцам приходится уживаться среди мечетей. Около 60% населения страны все-таки остаются мусульманами. У них, как я уже ранее отметил, есть различные послабления при трудоустройстве на госслужбу, но также в бизнесе у них есть послабления относительно налогов. И на госслужбе среднестатистический малаец будет за ту же самую работу получать больше другого человека, выполняющего ее же. Индийцы добавили всеми любимые карри, роти и чай масала, а также свои храмы. Арабы с Ближнего Востока притащили калик для атмосферы, и теперь все эти ребята смешались и живут в одном квартале, а также установили здесь мечеть, пагоду и индуистский храм напротив друг друга. Как вам такой микс? Вот именно так сегодня выглядит этот город. Касательно архитектуры, город вас может удивить, если вы ранее не видели его картинки, но как минимум нас он действительно поразил. За моей спиной находятся 3 башни, либо 2 самых узнаваемых символа этого города. Это башни-близнецы Петронас и телебашня KL Tower. Сейчас остановимся на самой телебашне. Хоть она и находится немножечко ниже, чем башни-близнецы Петронас, однако смотровая площадка там находится почти на самом последнем этаже. Поэтому, если вы хотите получить вид на этот город, то отправляйтесь именно туда.
После появления в этом мире Бурдж-Халифы, башня Петронас уже, конечно, не поражает своей высотой, так как она на 400 метров выше. Но из интересного вы можете видеть, что эти башни соединены мостом, который не крепко фиксируется на случай ветра. Поэтому, прогуливаясь по нему, вы можете чувствовать легкое покачивание. А вот и новичок, Мирдека 118, это 678 метров, 118 этажей, и ныне второе по высоте здание в мире после Бурдж-Халифы. Открыли в 2023 году, и оно пытается всем доказать, что Куала-Лумпур все еще может, он все еще в топе. Но КЛ это не только про бетон, тут природа также дышит рядом, то есть в самом центре города у подножия башен Петронас стоит парк KLCC. Тут пальмы, пруды, дети бегают, такой, знаете, зеленый оазис среди небоскребов. А буквально совсем немного за городом пещеры Бату. 20 минут езды, 272 ступеньки вверх, вот ты среди сталактитов и обезьян, которые пытаются украсть все, что плохо лежит, а возможно даже то, что у тебя в руках. Вход из приятного тут бесплатный, но если хочешь более глубокие пещеры, приготовь еще 5-10 долларов доплатить. Смысла в этом, если честно, я не вижу. А если вы девушка, не забудьте закрыть свои колени и плечи. Без этого вас могут просто не пустить. Внутри индуистские храмы, снаружи золотая статуя Муругана, 43 метра. А пещерам 400 миллионов лет. У кого с хронологией мира проблемы, это вот когда деревья только-только учились расти. И вот вам небольшой лайфхак. В Куала-Лумпур гигантские пробки, поэтому хотелось бы быть пешеходом. Но пешеходом здесь, оказывается, быть также совсем непросто. То есть город современный, все прекрасно отстроено, но почему-то они забыли установить пешеходные переходы. А там, где они есть, стоят обычно еще и светофоры, где зеленый свет просто не загорается. Нет, серьезно, вообще никогда. Ты можешь просто 3 минуты простоять на красном, и красный сменится новым красным. Машины снова поедут. В итоге местные просто переходят как есть на красный свет, но тут не как в остальной Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпур тебя действительно пропустят. Машины тормозят, и водители как бы кивают. Да-да, мы знаем, зеленый тебе не светит. Проходи. Так что пешеход здесь, конечно, не король дороги, но и не безнадежный странник. Просто будь внимателен и переходи. Метро – это достаточно удобный способ передвижения по Куала-Лумпуру. А ситуация какая? Если вы заехали в город буквально на один день, либо вообще транзитом на пару часов, то рекомендую просто покупать на станции одноразовые жетончики. Только не забудьте их обязательно сохранить до конца вашей поездки. Без них вы просто не сможете выйти. А цена будет зависеть от станции, до которой вам ехать. Ну, достаточно стандартная система. Однако, если же вы в городе решили задержаться, то есть провести в нем, скажем, какую-нибудь недельку, то рекомендую приобрести вот такие вот карточки Touch and Go. Сама карточка обойдется вам в 10 рингит, и дальше вы ее будете пополнять уже. Однако поездки станут значительно дешевле. Также в автобусах вам она вообще будет необходима, вас просто не смогут пустить без нее. Вы не сможете проехать ни одной остановки за наличку. Такси же по центру города выйдет около 2-5 долларов. Ну, естественно, в зависимости от расстояния, от спроса. Есть 3 основных приложения, то есть первое, самое известное Grab, такси приедет быстрее всего, либо вы можете воспользоваться такси Максим, либо InDrive. Это будет подешевле, но и ожидание водителя подольше, так что рекомендую вызывать, когда только начинаете кушать в своем ресторанчике. Также можно арендовать вообще и мопед, это будет порядка 10-15 долларов в сутки, но тут есть небольшая загвоздочка. Если в других странах Юго-Восточной Азии аренда, точнее не аренда, а штраф выйдет порядка 10 долларов за езду без прав, то здесь же сумма составит уже около 200 долларов, так что будьте добры арендовать только легально. Касательно цен на еду, что могу сказать? Какой-нибудь маленький уличный перекус запросто можно купить за 1 доллар. Покушать в локалке где-то будет 2,5 доллара. Но это будет в основном что-нибудь жирное, острое. Нам нравится, но вам не знаю. Вот. С другой стороны, кафешки будут уже около 5 долларов за блюдо, а покушать где-нибудь с видом на башню Петронас станет уже в 20 долларов. Ну, а если еда с черным перчиком кажется вам подозрительно острой, то всегда можете зайти в 7-Eleven и перекусить. А кофеечек вам обойдется тут менее чем $1, сэндвич чуть более чем $1, а булочка Бао стоит еще меньше. Приятного аппетита!
Итак, что же такое Куала-Лумпур? Нет, я не спорю, это действительно прекрасный город просто для визаранщиков. То есть все, кто долго прожил во Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, знают про это. Аэропорт прекрасный, дешевые билеты, виза не нужна. Прилетаешь, обновляешь себе визу в свою любимую страну и возвращаешься. Все замечательно. Но мы все-таки считаем, что это не просто перевалочный пункт. Этому городу нужно дать шанс посетить и пожить в нем немножко. Здесь, знаете, такой идеальный просто баланс между небоскребами и зеленью. То есть ты не тонешь в зданиях, как в каком-нибудь Дубае, но при этом ты все еще чувствуешь цивилизацию, ты все еще чувствуешь жизнь. Из подвохов тут жара 30 плюс градусов, но это все-таки Юго-Восточная Азия, что вы хотели. И дожди, вот здесь главная подстава. Они здесь не сезонные, как в других городах, а просто с какой-то периодичностью всегда идут. Но плюсов здесь действительно больше. Удобная жизнь, хорошее транспортное сообщение, совершенно недорогое жилье. А что ты считаешь про Куала-Лумпур? Бывал ли здесь уже? Пожалуйста, расскажи нам в комментариях, как тебе этот город и как тебе наше видео. Также мы просим тебя поставить лайк и подписаться на наш канал. Ну а следующая остановка – большой тур по Малайзии. До новых встреч. Пока.